Рабочая неделя закончилась, и мы отправляемся с вами в новое приключение. На этот раз нам нужно будет преодолеть более 300 километров в Костромскую область. Также мы переночуем с вами в заброшенном доме, который я нашел еще в прошлой поездке. Узнаем много интересных фактов, побываем в одной из самых старинных деревень Вохомского района Костромской области и получим много позитивных эмоций. Что, друзья, все, мы проехали с вами последний поселок в Кировской области. Сейчас мы уже находимся как раз на Зимнике. Это такая вот выровненная дорога. Ну, в принципе, как грунтовая дорога, просто ее выравнивают довольно так и неплохо. Следующий населенный пункт у нас уже будет в Костромской области. Ну а далее мы будем двигаться в заброшенную деревню и переночуем с вами в заброшенном доме. Он довольно неплохой. В принципе, там все есть, все нужное, все необходимое. Встретимся там. Нарочно, друзья, не придумаешь. Хотел вот я переночевать в этом доме. Походу, как раз и переночую. Следы вроде к дому только заячьи. Ничьих больше нет. Но заяц здесь топтался довольно неплохо. Интересно, в сам дом он заходил или нет? Нет, не было никого. Следов нету. Как вот я здесь был, по-моему, 2 недели или 3 недели тому назад в этом доме. Так ничего и не изменилось. Да, прибраться тут надо будет немножко. Смотрите, все так и осталось, как я был. Пластинки стоят. В этой комнате вот немножко прибраться. Диван тут есть. Я с собой взял пакеты. Такое все, сейчас весь мусор лишний уберу. Там-то такой большой дом, хороший. Сейчас надо будет за спальником сходить и дом проверить на всякий случай. А то вдруг тут какие животные живут, а мы и не в курсе. Так. Ау! Есть кто? Нет, вроде тихо. Дом-то огроменный. Кстати, что самое интересное. Надеюсь, на 2-м этаже маньяков нет. Нет, конечно же, нет. Никого здесь не было, иначе были бы следы. И здесь тоже, наверное, пусто, да? Пусто. Приступим потихонечку все это убирать. Так, где-то у меня были пакеты. Книжка какая-то. 10 баллов по Бофорту. Почитаем. Так. Вот, уже немножко почище. Сейчас пол подметем, все лишнее приберем. И вообще будет лепота. Смотрите, почище стало. Хорошо, в принципе, ночку переночевать нам хватит. Ну а завтра, если что, мы сюда еще вернемся.
Так, нам нужен совок, убрать вот эту вот кучу мусора. Пойдемте его искать. Так. В принципе, дощечка подойдет. Но лучше бы, конечно, совочек. Так-то бы, конечно, во всем доме прибраться. Но, к сожалению, сегодня ночью у меня уже на это времени точно не хватит. Так. Лыжи занес. То боюсь, как бы не украли. Так. Вот, смотрите, как удобно, да? Вышел из дома, тут хозпомещение. Все вещи здесь, скорее всего, и хранили. Вроде полы пока твердые, но вот тоже видно, что вот здесь вот уже пол провалился. Досада. Так, а в этом помещении есть у нас совок или нет? Я помню, что здесь что-то было. Трепало. Здесь была прялка. Ага. Прялка на билке. Совка я, к сожалению, здесь не вижу. Досада. Ну, значит, придется воспользоваться немножко дощечкой обычной. Ну что, все. Поприбрался немножко. В принципе, вполне уютная комнатка. Деревенская. С красивой люстрой. Советской. Так, давайте мы сейчас организуем музейчик, чтобы глазу было поприятнее. Скажем, где-нибудь вот в этом вот месте. Тут много всяких вещей. Набилки, вот, тюрики. Сейчас все сюда принесу. Ну что, друзья, теперь у нас с вами личный музей. Ну как личный, это же не наш. Но небольшой музейчик деревенского быта. Насобирал вот в доме все, что интересное мне попалось из такого вот деревенской утвари. И лопата, и ухват. Вот эта вот прялка, я ее показывал в прошлом видео. На ней видно, что роспись какая-то была. Трепала. О, да, кстати, вот как раз мне задавали вопрос по тюрикам или трубицам. Кому как угодно, они так и так правильно называются. Посмотрите, каких они были размеров. Вот самый маленький, вот он. Вот это, я не знаю, наверное, 4 литра. А самый большой, вот тут 1,5 ведра, наверное. И вот они все в ряд. Видите, как стоят удачно. Скальная. Тоже предмет для ткацкого станка. Ну, как бы практически для ткацкого станка. Ну и набилки. Такие вот. Ну что ж, сейчас немножко стол накрою. Хочется уже мне покушать. Надо что-то приготовить еды. Буду готовить. И ложиться спать. Ночь у нас тоже не безграничная. Времени уже, наверное, около 11. А я еще не кушал. Очень хочется покушать. Так, газовая горелка. Неизменный мой друг. Кружка, ложка, котелок. Чашка под еду. И мой любимый 2-литровый термос чая с чагой. Так, газовый баллон.
что, еда погрелась. А баночки уже теплые. Хорошо. Можно приступать к трапезе. Немножко перекусить. Горяченько. Друзья, также огромное спасибо. Тут прямо мне, наверное, с сентября месяца очень много помогли материально. И получилось так, что вот хватило мне денег купить такой вот спальник зимний. Но он недорогой сам. Что-то в районе 2000 он стоит. И плюс я его еще дополнительно утеплил. Внутри еще слой, как-то называется материал-то, Синтулейт 150 и флисом. И получилось у меня 400 синтепона, 150 Синтулейт и 220 флис. И также вот купил еще это, коврик с обогревом. Очень удобно. В спальник внутрь положил, когда вот, допустим, в таких вот местах ночую. Где-то в холоде. Спальник сам по себе холодный, и залазить в него не очень комфортно. Продаются пластины такие утепленные. Точнее, они подогреваемые от повербанка. Очень удобно. И его внутрь кладешь, спальник нагревается, и спокойно можно спать, ложиться очень удобно. Это вам, друзья, огромное спасибо вообще за это. Потому что своих у меня средств, к сожалению, не всегда на все хватает. Хоть и есть у меня там энный бюджет из зарплаты из своей. Но, к сожалению, вот там, тут 2000, там 2000, там 2000. Очень помогаете. Спасибо огромное. Доброе утро. Проснулся. Времени где-то примерно 6 часов утра. Выспался. Раскомариваюсь немножко. Сейчас пойдем машину доставать. Вчера застрял. Что, не больно сильно я и подзастрял. Немножко бочинкой провалился. 3 раза лопатой копнул и все, выехал спокойненько. Так что я уже отправляюсь в путь. Сейчас будем добираться до одной из заброшенных деревень. Все, друзья, дорога закончилась. Тут вот еще идет какая-то разгребенная колея, но мне уже на машине не проехать. Сейчас 4 километра по ней до деревни Хорошая. Дошел до первой деревни. Это деревня Зауполовница. Еще какие-то остатки зданий остались. Там вот, если не ошибаюсь, еще домики, что ли, стоят. Да, много домов. И здесь вот штук, наверное, 6 еще. Там вот даже несколько домов в более-менее таком приличненьком состоянии. Но мы здесь задерживаться не будем. Нам дальше двигаемся. О, посмотрите, сколько следов. Зайчик? Да, зайчик бегал. Итак, друзья, мы с вами добрались до деревни Хорошая. Почему именно до сюда? Почему мне именно здесь хотелось побывать? Поскольку это одно из самых старых мест, одна из самых старых деревень, которая зафиксирована на территории Вохомского района. 1616 год, если я не ошибаюсь. И мне сказали, что до этого здесь люди не жили. Но я нашел очень интересную информацию. Мы сейчас находимся совсем недалеко от реки Ветлуга. И там было основано поселение Марийское. Значит, основал его один из князей для того, чтобы отражать набеги новгородцев. А основано оно было, если я не ошибаюсь, 1294 год или где-то около того. В общем, с очень большой разницей.
Ох, блин. Совсем заброшен, одиноко стоит здесь. Печаль. Тут вот, скорее всего, клуб какой-то был. То ли он разрушился, что-то с ним произошло. Почему-то крыша прямо на земле практически. Непонятно. Хотя оборочки даже есть. Украшено было. Дома начинаются. Улица вот там вот пошла. Давненько тут все заброшено. Уже ни окон нету. Тут еще какое-то здание. И какие-то странные дома. Но это все новые. Это такие дома в советские годы строили. Видите, они все уже разобранные. Доски все снято. Огромный просто поселок. Я не знаю, сколько здесь домов. По картам там, если смотреть, он, наверное, больше километра. Какой-то комплекс был, потому что там вот за деревьями еще одно здание кирпичное. Вообще непонятно, куда идти, все заросло. Кругом уже лес стоит. Не похоже ведь на ферму. Больше похоже на какую-то школу. Детский сад. Там вот даже, не знаю, не видно, наверное, будет, но стены раскрашены такими детскими рисуночками. Цветы, что-то, колобок. Да, вероятнее всего, что детский сад здесь был. Ну, видно, что такое здание административное. Там вон на стене львенок нарисован. Да, когда-то здесь детки бегали, играли. Родители их с утра приводили, а сами уходили на работу. Но пока хожу, никаких вот марийских мотивов я не вижу. Только вологодские. Вот эти вот боковины зашитые наискось. Они не раскрашены, но это в принципе их признак. О, баня. Давайте-ка потом в нее обязательно заглянем. Ой, аккуратненько. Крыша тоже, видите, бревном сделана до самого конька. Вот меня писали как раз где-то комментарий, как это самцовая крыша на бане. Вот так вот она, видите, фронтона не было. Вот она как сделана. Видите, полностью бревном поднята до конька. И просто сделаны грубые. Это одна из самых простых крыш вообще в построении. Потому что, видите, тут ничего даже думать не надо. Просто бревна складываешь в пазы. Потом закладные такие вот делаешь и на них кидаешь уже доски. Сейчас, конечно же, это покрыто шифером. А вообще, по идее, или дранкой покрывали, или тесом. Тесом сложнее. Нужен был плотник, потому что на тесе нужно делать канавку боковую. Нужны были инструменты. Дранку делали практически в каждом доме. Поэтому чаще бывает, что дранкой они покрыты бывают. А обычная крыша, это получается вот в этом, с этого вот места примерно до верха, бывает фронтон доской зашитый. Кто-то, видите, доски приготовил.
и не забрал. Так. Да, разбомбили домик нещадно. Это и понятно. В принципе, если никому это уже не нужно, то потихонечку все и разбирают. Совсем небольшой дом. Печка. Тут, я так понял, была какая-то прихожая. А тут совсем небольшая кухонька. Да, совсем малюсенькая. Посмотрите, где вы тут еду готовить? Наверное, 2 человека, не больше, здесь жили в таком доме. Кассета МК-61. Корпуса. Не подписано, что за кассеты были в них. Неизвестно. Тбилисская студия грамзаписи. Да, печка старая. Посмотрите, здесь продух сделан. Скорее всего, для самовара. Или зольник. Может быть, кстати, и зольник. Вещи еще остались. Красный угол присутствует. Все, посмотрите, как облагорожен красиво. Занавесочками было сделано. Вот, кстати, красный угол, красный от слова красивый, его всегда украшали рушниками и старались иконы накрыть именно полотенцами вот такими. Для чего? Для того, чтобы иконы не портились. Это тоже, как это можно сказать, преемственность традиций, поскольку раньше дома были, как бы сама изба была курной, то бишь печка топилась прямо в доме, и дым уходил, как бы потолка не было, была исключительно самцовая крыша сделана, и был сделан продух. И дым уходил через этот продух, и чтобы сами иконы, они же как, это же такая штука-то очень серьезная, чтобы они не портились, их накрывали именно тканью, такими вот украшенными рушниками, или рушниками, наверное. Вот. Тоже кто-то картину рисовал. Календарь 2012 года. О, поберушка. Комбайн для сбора ягод. Самодельный. Какая-то литература. Нет, просто пустые тетрадки. Ванда Васильевская или Васильевская. Вот эта вот книжка мне интересна. Вам, домашние хозяйки. И посмотрите, как интересно. Видно, не видно будет. Тиснение сделано на корке. Это очень богатая книжка такая. Чтобы сделать тиснение. Не делали раньше. Советский будильник. Может, еще даже рабочий. Это что такое? Какие-то фонарики, что ли? Интересные. Еще один фонарик. Паяльник. Что только не найдешь в заброшенных домах. Русский графин. Не разобрать когда.
Не, ничего не видно. Много-много книжек. Бывает, конечно, в советской литературе попадается что-то интересное, но крайне редко. «Осуждение Сократа», роман. Ванда Васильевская, еще одна книжка. И еще одна такая же. Митка левая. Метель. Что это такое? Какое-то странное название. Да. Ничего существенного. Ух ты. Какая корзинка. Кто-нибудь помнит такие? Раньше их много продавалось. Ух, сундук. Красота. С надписями? Нет, без надписей. Смотрите, как сделано. Место под сундук прямо вот. Видимо, перегородку ставили, и сундук ровно сюда влез. А здесь, наверное... О, так вот оно как было. Здесь, наверное, раньше была обеденная зона. Такие я уже встречал в Костромской, да, в Костромской области. Что делали отдельно кухню и отдельно делали обеденную зону. Ее отгораживали, а жилая комната была отдельно. Какая интересная. Это, наверное, подставка для книг. Самодельная. Или продавали такие. Жилки. Баранов встреч. Да. Ладно. Сюда уже, наверное, не попасть. Не будем рисковать. Какие? Диафильм. Точно. Диафильмы. Это какая-то интересная штука. Тут какие-то запчасти для машин нарисованы. Ну-ка, а надписи какие? Учебно-школьный диафильм. По черчению для 8 класса. О, значит, это был дом школьного учителя. Ух ты! А, я думал. Хлебница. 90 копеек, первый сорт. Петровский флот. Внутри. Я думал, она натуральная, она пластиковая. Философские тетради. Тут много разных диафильмов. Диафильм «История одной картины». Бурлаки на Волге. Какая интересная штука. Учебно-школьный диафильм по черчению для 8 класса. Учебно-школьный диафильм по географии для 8 класса. Так, занимательные задачи по черчению. Сколько их тут? Так, учебно-школьный диафильм по природоведению для 4 класса. Офигеть. Я таких даже диафильмов, если честно, не видал. Напишите, я так понимаю, что раньше показывали диафильмы в школах. Я вот такого даже не слышал и не видел ни разу. Мне, по крайней мере, никто никогда этого не показывал. Ладно.
двигаемся дальше. Да, большая часть домов уже разобрана. Видно, что и окон нету. Все уже абсолютно такие подубитые, подушатанные домики. Так, нам вроде куда-то сюда или сюда. Как тут дома стояли, сам черт ногу сломит. Вроде бы где-то там вот должна быть улица. А дома вон тут вон все стоят. Ничего не понимаю. Смотрите, тут лес уже в деревне вырос. Какой-то двухквартирный дом. Или это все дом одной семьи. Непонятно. Даже рамы еще на месте стоят. Гараж уже подразобранный. Тут вот еще одно какое-то помещение. Я так понял, это скотник был. Туда деревня, наверное, километр еще идет. Офигеть. Я все тут хожу, уже потерялся. Куда идти, не знаю. Связи нет, карт нет. Че, неужто это скотник? Так, куда сначала зайти? Сюда или... Интересно мне именно скотные дворы для понимания того, как люди жили. Насколько богато количеством... Ой, все заросло. Количеством скотины можно было легко определить. Но большой скотник. Так, вроде никого нет. Ага, ну здесь точно корова была. А здесь, наверное, теленок. Да, посмотрите, сколько места. Да, навоз коровий. Ясли большие сделаны. А тут кого-то съели. Эта корова, наверное, всегда жопой в сторону окна стояла. Смотрите, вся стена в дерьме. Нет, на самом деле просто выкидывали с этой стороны навоз на улицу. И из-за этого не добросили, попали в стену. Так она и одерьмовила. Да. Здесь что-то птицы какие-то тоже живут. Жердочка. Интересно, для кого? Не для куриц же. Ну, больше похоже, что какие-то птички жили. А здесь, наверное, овцы. Ясли маленькие сделаны. Вот они всего. Голова только у овцы пролезет. Ну или у козы. Так. Что, довольно много скотины держали. Не бедный был поселок. Давайте заглянем в сам дом. Тут я так понял, что действительно он был двухквартирный. И вот это уже новая постройка. О, да, уже не заглянем никуда. Тут все провалилось. Полы сгнили. Какая-то веранда была. Но тоже, блин, не зайти. Там море какой-то литературы, книжек.
Посудницу там же вижу. Так, тут-то ходить опасненько. Давайте попробуем в другую половину дома зайти. Может быть, там состояние получше. Вот не знаю, видно, не видно будет. Но, скорее всего, вся самая старая деревня была именно там вот в конце. Потому что там какие-то очень большие такие дома. Побываем, обязательно зайдем. Тут вот получается точно такой же скотник был сделан отдельно. Забежать тоже быстренько посмотреть. О, мячик. А этот поменьше. Ну тоже корова. Тут, наверное, что, овцы или коза. Коза, наверное, маленький. А здесь, наверное, овцы жили. Да. Одна коровка, одна коза. И, наверное, сколько вот здесь, наверное, ну, с десяток овец. Ой, интересно. Носилки. Какие хорошие, прямые жерди. Длиннющие, наверное, метров под 5. Ну, копны на таких носили. К стогу подтаскивали. А это вилы деревянные. И подсак рыбку ловить. Тут как раз смотрел фильм. Где-то 1976 или 78 ли год. Про Вохомский район снят. Там вот как раз они на сенокосе. Молодые парни, девчонки таскали сено вот на таких носилках. Как раз метали сток такими вот вилами деревянными. Ну, правда, деревянные вилы, стогометы, они обычно больше, длиннее. Это конкретно, чтобы дома работать. Коротыши. Стогометы бывают примерно, ну, метра на 2 подлиннее. Такие вот вилы. Интересно посмотреть вот такие старые фильмы, когда еще какими-то старыми способами заготавливали сено. Сейчас-то все тракторами. А раньше вот все ручками косили. Прялка. Ну, вот это Костромская. Широкая донца сделана. Ну, совсем простенькая. Там вот в доме, в котором я ночевал, она такая красивая уже сделана. Корзинка из драни. Видите, вот ее нарывали, вот эту вот дранку. Это годовые кольца. Как бы одно же кольцо жесткое, второе мягкое. Древесину размачивали в воде. Ну, бросали там, не знаю, в родник куда-нибудь, в речку на полгода. Из нее вымывалась, получается, сахароза. И древесина, ну, такую древесину можно было очень легко и обрабатывать. Она уже, кстати, вот тарелки из такой древесины, они уже не кололись при высыхании. А нарывать такую дрань было гораздо проще. Ее можно было сделать тонкой и плести из нее такие вот корзинки. Интересно. Технологии. ЗС. Так. Здесь вроде еще пол остался. Не особо похоже, что что-то осталось. Какая-то сыроюшка. Да, провалился пол. И... рухнула печка. Рухнула труба. Ага, и проломила пол. Все. Хана. Ну, в самом доме пусто.
Что, санузел был? Да, санузел. Вот эти вот дома, я так понимаю, что он... А, нет, этот дом из бревна, посмотрите, поставлен был. Интересно, как обычно. Сколько вот я видел, вот такие вот двухквартирники, это же постройка примерно 70-е, вот 60-е, 70-е, 80-е годы любили так строить. Они обычно из бруса строились, а здесь такой дом из бревна. Ну, вот тоже такие бревенчатые дома я уже второй раз нахожу. Двухквартирники именно сельские, так можно сказать. Ну что ж, двигаемся дальше. Тишина такая. Птицы даже не поют. Тут, значит, это мы сейчас в низине находимся. Деревня находилась на двух буграх, а тут в низине какое-то чудо-юдо стоит. Непонятное. Такой вот огроменный дом. 2 переруба на нем. На 7 окон. Нифига себе. Что это такое? Раздет он, конечно, уже. Вот, кстати, костромская технология постройки домов. Можете, сейчас подойду поближе, покажу. Очень интересно. Почему так делали? Для какой цели? А, тут, наверное, ферма была. Все, я понял. Это какая-то административка. Какое-то административное здание. Потому что дальше вот там вот в лесу вижу здание кирпичное. И оно очень сильно напоминает ферму. Так, вот подошли. Получается, для того, чтобы поставить крышу, видите, сделано так вот буквой «П». Бревна устанавливали. Я так понял, что из-за того, что бревна на крыше очень длинные, чтобы они не разломились, я так понимаю, для этой цели. Ну вот на таких больших домах я еще, да, понимаю, что можно делать такой технологией. Но на маленьких домах, которые вот там я находил на 3 окошка, там совсем маленькие крыши, опор, там как бы нагрузки снега практически нету. Для чего так делали, я не понимаю. Это же так муторно, лишние бревна тратить. Ну что, попробуем зайти. Посмотрите, заячьи следы. И я не один сюда заходил. По этой досочке, да? Да? А, это не заяц заходил. Это, походу, была лиса. Да. И следы не заячьи, а лисьи. Так, аккуратненько. Оба. Все, слезли. Что это здесь за здание, интересно было? Сейчас разберемся. Ягода вкусника. Как найти дорожку? Какие-то пособия, что ли? Плакаты. Ого, нифига себе. Да, это школьные плакаты. Сколько же их тут? Много. Погодите, друзья, сейчас попробую их достать. Что-нибудь рассмотрим. Вот это крайне интересный плакат. Смотрите. Приемы разметки. Разметка по сетке вспомогательных линий. Таблицы по трудовому обучению с 1 по 3 класс. Это школа была с 1 по 3 класс. И здесь, наверное, был кабинет труда. Смотрите, какая
А это как делать папье-маше. Приемы. Да, работы с папье-маше. Способ оклеивания. Офигеть. Блин, да им цены нету вообще. Белки. Так, некоторые плакаты уже склеились. Таблицы разрядов и классов. Ого. Берингов, наверное. Магелланов пролив. Смотрите, какая красота. Офигеть. Здесь получается, вот там, значит, мы нашли детский сад, а это была школа. Холмистая равнина и холм. Вот это как раз северные Увалы. Кстати, мы на их территории сейчас находимся. Это территория северных Увалов. Здесь очень много вот таких вот подъемов, каких-то спусков, реки. Очень такие разливистые. Лесообработки. Сбор арбузов. Хоть бы раз на Бахчу съездить. Это все вот 3 класс таблицы по природоведению. Офигеть. Значит, это все-таки школа была. Посмотрите, сколько здесь классов. И каждый класс топился печкой отдельно. Да. Вот таких школ я еще не находил ни разу. Чтобы вот конкретно печки стояли. Не было какого-то централизованного отопления. О, это, наверное, Гоголь, да? Гипс. Да, гипсовая. Такая картина сделана, или как ее назвать-то? Барельеф. Здесь тоже какой-то... это здесь был вход. Значит, здесь был вход. Мы все вошли. Тут вот вход на чердак. А где была раздевалка? Здесь, скорее всего, был основной класс. Детей-то в такой деревне вряд ли было много. Скорее всего, 3 класса, наверное, и было. Так, еще. О, тут сколько грамм пластинок. Тут их просто тьма. Тут все ими забросано. Прощай. Это здесь, наверное... Да, здесь, наверное, русский язык был. И литература. Раз были пластинки, скорее всего, здесь какие-то именитые композиторы на них были. Включали, да? Так. Звуковое приложение учебному комплексу по немецкому языку для 5 класса общеобразовательной школы. Значит, не 3 класса было, уже 5. Так. Фонографии. Фонохрестоматия. К программе по музыке для общеобразовательной школы 2 класс.
Посмотрите, просто здесь уйма этих пластинок. Еще какие-то пособия. Тема 5. Дети бегут играть. Ха, двойная картина. На льду катаются. Блин, сколько же всего интересного. Ежика нашли. Детишки. А здесь что? Они этого ежика кормят. Принесли в школу. В живой уголок. А теперь этого ежика они понесли домой. Целая история тут. А теперь этот ежик живет у мальчика дома, и он поет его молочком. Обалдеть. Так. Прощай, родная школа. Прощай, родная школа. Самые лучшие годы жизни. Друзья, игры, учеба. Аж слеза наворачивается. Ладно, пойдемте дальше. Печально все это. Что-то растрогало меня эта школа. Свою вспомнил. Почти 30 лет уже прошло. Давно это было. Эх. Ух ты, блин. Ручей внизу течет, еще и не застывший. Сейчас будем как-нибудь перебираться. Пошли искать проход. Да, вот он, ручей. Близко подходить не буду, а то в прошлом году я подошел и чуть не искупался в таком ручейке. Но совсем он плохо застывает. И вот получается вторая как бы часть деревни как раз здесь вот на пригорке была. Дома самые разнообразные, повернуты все в разную сторону. Но большая часть сделана по улице. Скорее всего, тоже уже в советские годы все это было перестроено. Кстати, вот сколько домов мы уже повидали. Пока еще я не вижу никакого присутствия марийцев в этой местности. Да вообще ничего присутствия не вижу. Даже лосей нет. Все отсюда смылись. Ну, посмотрите, на домах ни наличников, ничего нету. Никак их вообще не украшали. И здесь вот есть надпись «Улица Школьная». Номеров домов, к сожалению, нету. Собака была у дома. Видно, что натянута проволока. И здесь, и здесь. Даже, наверное, 2 собаки было. Ух ты, как интересно. Ха. Это у нас ограда, получается. А из ограды входа в дом нет. Чё? Здесь поленница была.
Ну и здесь хлев. Большой. Да, огромный хлев. Здесь, наверное, на пару коров. Может быть, даже больше. Так. Ну да, вот, она вот типичная постройка, но почему нету входа в дом? Странно очень сделано. Но по сути мы получаем вот эту вот стандартную планировку. Это когда я вот сейчас в подклете нахожусь. Надо мной как раз клеть с окном. Значит, тут получается за дверью у нас мост или сени. А дальше у нас теплая изба. А вот вход на сеновал был. Вилы, санки деревянные. Ну вот, честно думал, смогу найти здесь сани большие. Пока еще не попадаются. Так. Ну да. Вот он. Мост. И да, стандартная технология вот костромской постройки. Очень излюбленная какая-то картина. Тоже разрисованная. Лебеди. Ларь с усеками под зерно. Много зерна. Да, много было зерна. Вот эти фотографии старых хозяев остались. Муж с женой. Так. Ой, какие лесенки-то на чердак. Еле-еле душа в теле. А на чердаке пусто. Странно. Ну вот навой ткацкий я вижу. Там вот лежит. А вообще, действительно очень странно. Прялка. Обычно все спихивают на чердак, а здесь нет. Так, спуститься бы, не убиться. Так, и сам дом. О, посмотрите, какой. Как интересно сделано. Нет перегородок. Спид-инфо. Да, вещи все осталось. Много вещей. О, переноска для яиц. Здесь одна комнатка была. Я так понял, здесь детская была. Какие-то ручки вот еще остались. Письменные принадлежности. Блокнотик. И красный угол. Чуть не пропустил с иконами. Календарь 2012 года. Упаковка от медали. Беда. И посмотрите, какая большая была комната. Неплохо. Она, видите, совмещенная вместе с кухней. Никаких перегородок нет.
чисто занавесочки были сделаны. Русская печь. Кто-то сложил дрова и так их и не истопил. Тоже печка с подтопком была. Тарелки. Зик. Здесь все советское. Даже по оборочкам видно. Какой-то интересный. Что это такое? Это для цветов? Ваза? На ней какая-то надпись даже была. Шуре и Николаю от Люды из Уфара. Июль 1976 года. Пусть можно всем необходимо только знать, где искать, когда, за что и сколько. Какая-то интересная надпись. В принципе, такой полусоветский быт. Окошечки очень низко сделаны. Потолок тоже. Вот он весь. Даже руку не вытягивают целиком. Интересно. Календарь, посмотрите. Охотник, грибник, рыболов, 2015 год. В принципе, не так давно, 9 лет назад. 10, уже 25-й ведь сейчас. Овчинникова. О, это... Я знаю, что это. Это учебник кулинарии. Это не учебник кулинарии, это учебник технологий по кулинарии. Здесь расписаны все блюда, бутерброды с яйцом. И написана вся разгромовка по первой, второй и третьей сетке. Первая и вторая. По первой и второй сетке. Для кафе и столовых. Вот это вот идет разгромовка. Да. Значит, в этом доме жил повар. Такие книжки только у поваров бывают. Больше они никому, к сожалению, не нужны. Кассета. Свадьба. 97-й год. Какие-то тарелочки еще даже остались. О, а это УФ. Буди. Блин, я даже такого ни разу не видел. А это чье? Да, это Конакова. Дик. И это из того же комплекта. Да, тоже все Зик. Так, значит, здесь получается жила какая-то женщина по фамилии Овчинникова, которая работала поваром. Сразу не заметил вышивка. Вышита какая-то женщина, да? Да, похоже. А здесь цветы.
Много газет. Ладно. Вроде бы все осмотрели. Двигаемся дальше. Не вижу я здесь, в этой деревне, самых старых домов. По идее, здесь недалеко проходил торговый тракт. Деревни все должны быть торговыми. Ну, вот в частности, в деревне, в которой я ночевал сегодня ночью. Уверен больше, чем на 100%. Она проходила недалеко от торгового тракта. И в доме, в принципе, не было большого хлева. Для такого большого дома, то бишь была большая семья, не было большого хлева. И, скорее всего, хозяин до того, как, ну, до советских времен, там, 18-19 век, занимался торговлей. Вот. А здесь вот я не вижу, чтобы были какие-то большие дома. Все вот они такие, ну, среднего размера. Конечно, больше, чем обычно. Обычно бывает на 3 окошечка. А здесь практически все дома на 4 окна. Ну, то бишь довольно крупные для дома. Для того, чтобы его топить. И вот очень интересный дом. У него сделан очень большой подклет. Прямо как бы под теплой избой. Захотелось мне его осмотреть. Видите, даже хоть и не резной, но уже сделан такой вход интересный, чтобы дождиком не мочило. Кто-то тут бегал. Следы. Наверное, зайка. Искал себе еду. Ой-ой-ой, протиснуться. Ага. Вот здесь уже видите, как по-правильному, в принципе, сделано. А, нет, тоже не по-правильному. Тоже вход, получается, в ограду. А, нет, был вход в ограду. Ха, думал, не было входа. Нет, здесь был вход в ограду. Ну что, сюда мы чуть-чуть попозднее заглянем. Сейчас зайдем в сам дом. Хотелось мне посмотреть, как подклет выглядел. Тоже уже видно, что все такое подразобранное. Бочка глубиная. Огромная. Ведер 10, наверное. О, да, раздербанили, конечно, домик. Все вообще разбросано. Да, в таком хламе вряд ли что-то удастся найти. Прялочка. Ну, вот это наша технология. Ну, уверен, что и в этой местности тоже так же делали. Донце, получается, совмещенное вместе с основой прялки. Что-то пытались вырезать. Какая-то литература. Бухгалтерский учет в колхозах. Книга расчета с членами колхозов. Вот это уже интереснее. А, она не заполнена. Думал посмотреть, сколько было зарплат. Тут что-то написано, но боюсь, что совсем непонятно. Старые разбитые телевизоры. Куча просто разбросанных вещей. Лохомская правда. Какого года? Выборы 2008-го. Так, 12 февраля 2008 года. Может быть, даже кто-то себя узнает.
Ну, здесь, я бы сказал, уже такой практически во всех домах советский быт. Отрывной календарь. Ну, как мы по прошлому дому можем судить, что где-то до 2015 года в этом поселке еще жили, а потом все забросили. Ну, посмотрите, металлисты до сюда еще не добрались. Все на своих местах. Старый телевизор. Рекорд 340. Интересно, когда такие выпускали. Свечи для мотоцикла. Значит, мотоцикл был у хозяина. Какой-то интересный сундучок. Вот такие маленькие сундучки крайне интересны. Потому что в больших-то, понятно, хранили, ну вот в таких вот, хранили какие-то вещи, ткань, там, новины, все вот, ну, ткацкие всякие вещи. А в маленьких вот что хранили? Что могли хранить в маленьком сундучке? Ух ты! Учебник сержанта автомобильных войск. Ничего себе! Ну, да. Что и требовалось ожидать. Устройство автомобиля. Устройство автомобиля я и так знаю. Вижу вот интересный горшок. Вроде не провалюсь. Его уже пытались восстанавливать много раз. Кстати, ткань домотканная, льняная. Интересно. И тогда его пытались восстанавливать, но, к сожалению, это уже такой потерянный экземплярчик. Вот это такие использовали как раз за место чугунков. Хорошо, кстати, очень сделан. Качественно. Посмотрите, стенка какая ровная прямо. И все, она полностью обожженная. Глина хорошая. Да, хороший экземпляр. И сделан ровно. Все, отбортовочка аккуратненькая. Хорошо делали. Значит, хороший профессиональный гончар был, который делал такую вещь. Так. На чердак здесь, походу, никак не попасть. Здесь вот только вход на сеновал. Коса старая. Литовка. Вся уже источенная. Много газет. Ну и да, в принципе, сам сеновал. Какая-то бытовая утварь. Совсем немножко осталось. Так, это, я так понял, лесенка на чердак. Заглянуть, осталось ли что-нибудь тут. Да, тоже в основном бытовая утварь. Ничего существенного не вижу. Ну что ж, сейчас спущусь еще в хлев. Хочу посмотреть. И пойдем дальше. Вот он, получается, подклет. Ну, здесь хранили какие-то вещи ненужные, как раз вот ведра,
Ну, все, что крайне редко требовалось. Бочки, бутылки. Ничего такого существенного тоже. Так. А здесь у нас как раз и был хлев. Ага. Ну вот овцы точно были. Здесь вот, наверное, кто-то типа бычка был. Ясли одинарные сделаны. Здесь, наверное, курицы. Какая-то загородка непонятная. Ну да, сеткой вот прямо до верха сделано, наверное. А может быть, какая-нибудь собаку держали. А здесь, наверное, корова была. Здесь уже ясли побольше, но места совсем мало. Я бы даже сказал, скорее козы. Не вижу я места для коровы в этом хлеву. Странно. Неужто корову не держали? Может быть, держали несколько коз и овечек? Может ведь такое быть? Ну что ж, двигаемся дальше. Вот, очень интересно. Костромская роспись. Очень ведь похожа вот на вятскую. Вот очень похоже. Есть, конечно, свои вот отличия. Уже точки проставлены и сделаны оборочки. А у нас таких оборок не делали. Но в принципе вот эти же вот квадраты разрисованы. Я все-таки планировал найти именно здесь больше вологодскую роспись. Она больше подразумевает именно цветы какие-то вот такие нарисованные. Ну, возможно, еще попадется. Это не последний дом. Ладно, друзья, на сегодня видео мы закончим. Сейчас я пойду снимать дальше. Ну а вам всем привет от канала Железный Клад. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, те, кто досмотрел до конца. Так, значит, что будет в следующем видео? Сразу сделать такой небольшой анонсик. Сейчас я прогуляюсь полностью вот по этой улице. Здесь где-то, наверное, в районе 20, не знаю, 20, наверное, не будет, но 15 домов это точно. Затем я отправляюсь снова на ночевку в тот вот заброшенный дом. Приберу там вторую комнату, осмотрю, значит, соседний дом, который я не смог осмотреть в прошлый раз. Ну и переночую еще одну ночку. Спать все-таки на нормальном диване, хоть он и продавленный, лучше, чем в машине. До встречи!